Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. Спасибо вам за донаты, за подписки. Спасибо вам за все. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо тем, кто в нашей группе Telegram там задает вопросы, я отвечаю. Мы там очень много друг другу помогаем. Кому надо лично, пожалуйста, пишите мои контакты в шапке профиля, в описании. Все о канале везде. Плюс, а потом все цифры. По порядку. А сегодня у нас стопроцентная правда, истинная исповедь вашего мужчины, партнера. Если смотрите мужчины, то интерпретируйте под себя. О чем он говорит, мы залезем в его голову. Исповедь. Мы давно не смотрели про исповедь. Давно не смотрели про исповедь. Ну, будем смотреть сначала. И с вами Вивьена, и мы будем смотреть исповедь. Сначала на воске, потом на знаках вашего человека. Его стопроцентная исповедь. И сейчас нам воск все расскажет. Так. Сейчас он нам все расскажет. Будем смотреть. Так, что нам говорит эта отливка? Отливка – это всегда и чистка, часть чистки. Смотрим на мужчину, чуть-чуть мы его почистили. Что говорит правда истинная? Человек, вот видите, прям вышел мужской вот такой, прям вот мужчина вышел, нос такой большой, ну, может, у кого-то борода, у кого-то нету. Вышел облик мужчины, у мужчины проблемы какие-то финансового характера. Видите, дырочка получилась. У мужчины проблемы, и эти проблемы достаточно серьезные. Что мужчина хочет сказать? Мужчина хочет сказать вам, что, знаете, он находится в какой-то пелене. Вот он как будто, знаете, как на морозе бывает. Мы на мороз вышли, выдыхаем, и из нас такой вот, как, ну, пар идет, понятно. В детстве мы говорили, дым идет. Вот у него в голове такой туман, и из него выходит этот туман. Вот у человека как будто что-то неродное в нем. Кто-то прицепленный. Какие-то у него страхи. И что человек хочет вам сказать? Вот по этой отливке, давайте мы еще ее вот такой. Да, на человеке есть негатив. Вот я оторвала тут немножко. Хотела перевернуть, а там прилипло. Когда вот так прилипает, это говорит, что есть на человеке негатив, негативные энергии. Негативные энергии он хочет вот сказать вам, что он о вас вспоминает каждый день. Вот каждый день он о вас почему-то думает. Сидит иногда, вот задумывается, не во сне может быть, и тоже думает. Что он хочет вам сказать? Знаете, если у этого человека есть какие-то дети или кто-то младший, вот тут больше дети, как будто его как долбят. Вот как дятел долбит дерево, вот так же его кто-то долбит по поводу, вот у некоторых будет по поводу птенцов, ну, детей, может быть, а у некоторых будет, что женщина долбит его, и долбит так прям, долбит не отрываясь. Он хочет сказать, я о тебе думаю, этот человек думает о вас. Но, понимаете, у него как все закрыто, вот какой-то кусок чего-то вот какого-то обтекаемого, как амеба. Есть какие-то, да, я сказала, проблемы с финансами, с деньгами, ну, возможно, с работой. Что еще человек вам хочет, очень-очень человек вам хочет сказать? Он хочет сказать, что его сердце, вот оно как получается, как вот какая-то мекина. Его сердце, как будто это его сердце взяли, резали, потом вот молоточками таким, как для отбивания мяса. Вот у него такое сердце. Он не знает, как ему поступить. Он хочет сказать, что вот то, что он причинил вам какую-то боль, он это говорит вот сам, понимаете, он не может это высказать вам в открытую, возможно. Не скажет. Эго его не позволит, его эгоизм не позволит. Он действительно эгоистичный. Он просто хочет сказать, что он делал все осознанно. И причинял он вам какие-то неприятности в жизни осознанно.
Не, не говорите, ой, там он не знал, у него там это, у него там то, у него там жена, у него там любовница. Девочки, тут он говорит вам, все он делал осознанно, все он понимал и знал. Просто вы на свою голову лапшичку навешивали, розовые платочки, очечки надели, и все хорошо. Но на самом деле человек о вас думает. Человек думает, он очень хочет вам, возможно, он вам что-то должен материальное. И он думает, как вам как-то вот отдать это, вернуть это. Но монеты-то можно вернуть, если очень захотеть. А вот вернуть доверие, вернуть, он это тоже понимает, вернуть честность и гармонию, это уже невозможно. Когда чашка разбита, ее можно склеить, но она никогда не будет уже той чашкой и так звенеть. Она вот попробуйте, склейте чашку, если у вас разбилась, а потом вот так вот стукнет. Она не будет давать звук такой пим, пим, как колокольчик. Будет глухой звук. Все. Точно так же доверие и гармонию нельзя вернуть. Можно жить вместе, можно помириться, но уже доверия не будет. То есть червоточина, червяк, он уже появился. И даже если этот червяк погиб, то вот эти ходы, которые червяк проложил, вот как в грибе. Ну, червяка вы вытащили, а вот эти ходики-то остались. Что еще он очень хочет вам сказать? Он хочет сказать, что он повзрослел, что ли, или помудрел. Возможно, он ходил куда-то, может, в церковь, может, сам просто к небу руки поднимал. Но он даже не оправдывается. Он просто говорит, что я был с тобой не очень честен. Я с тобой, если вы сейчас, я и сейчас с тобой не честен. А ты мне веришь. Но я о тебе думаю, я не знаю, как поступать. Он говорит, я не знаю, как поступать, но я мудрею и надеюсь, что ты... Еще он как хочет попросить прощения, знаете, и хотел бы прийти к вам с цветами. Это он хочет прийти. Вот он хочет, знаете, как будто на нем какое-то воздействие, сказал, как в тумане. Он хочет, вот уже собрался, уже к киоску подошел, где цветы продают. Цветы купил, подошел к первой урне. Я вам просто пример говорю. И в эту урну положил эти букеты. Вот как будто ему кто-то мешает и не дает. И он хочет сказать, я о тебе думаю все время. Ты солнце мое, ты сердце разбитое мое, ты счастье и радость моей жизни. Что бы ты ни думала, да будет так. Я верю в любовь, в свет и в истинное добро мысли и дела. С вами была Вивьена. Дальше мы смотрим на картах, на знаках. С вами Вивьена, и мы дальше смотрим уже теперь на знаках, на картах. 100% правдивая исповедь от него. Если смотрите мужчины, то интерпретируйте под себя. 100% его исповедь вашего партнера, о чем он хочет сказать. Да, он хочет сказать, да, что у него, он рискует, у него что-то сейчас проблематично у него с деньгами. Он рискует. Риск, конечно, благородное дело. Посмотрите отливку. Отливку я тоже давала. Любая отливка – это и чистка. Мы там немножко почистили этого мужчину. Что хочет сказать и какая его истина? Знаете, человек очень-очень манипулятор, очень-очень такой, эго у него большое. Я могу, потому что я могу. Если я что-то сказал, то ты должна знать, что... Смотри, пункт 1, это я сказала. Если ты что-то не поняла, посмотри, прочитай во 2 пункте написано. Я всегда прав, смотри пункт 1 и исполняй пункт 2. Кому надо лично, пожалуйста, большое спасибо вам за донаты, за энергообмен, за ваши сердечки, за ваши пальчики вверх. Все мои контакты в описании и в шапке профиля. Сначала плюс, потом все цифры. Пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram. В шапке профиля можно и позвонить. Нажимаете на трубочку, и будет звонок. Смотрим дальше. Правда, истина. У человека что-то рушится, у человека что-то с финансами, и он хочет вам, что он хочет вам сказать? Он хочет, у него, знаете, такая боль, если вы уже отношения порвали, или они у вас вот уже на грани чего-то, или ссора какая-то была, или вы далеко,
То есть все, то есть, понимаете, человек понимает, что идет какое-то разрушение, и у него вопль души, у него проблемы с чем-то материальным, он чем-то рискует жизнью, и он хочет сказать вам, что он хочет вам сказать. Он хочет сказать, что да не дозрел я, наверное. Живу, и все недозревшее зеленое яблоко, полное червяков и полное какой-то гнильцы. Что он хочет сказать, что я все время как на карусельках. Я манипулирую, только пересаживаюсь то на лошадку, то на верблюжатку, то на птичку, то на уточку. В чем он хочет вам признаться и сказать? Знаешь, я пытаюсь вытащиться оттуда, где я есть. Я почему-то понял, вообще смысл жизни совсем состоит не в этом, чтобы тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, как в швейной машинке иголка. Нет, не в этом. У меня как-то в голове все по-другому. Но у меня такие страхи, как будто это не я. Он действительно чего-то боится. Может быть, он находится в каких-то местах, где действительно есть опасность, но он боится. Что он хочет вам сказать? Знаете, он хочет сказать, я ушел или ухожу, или уходил куда-то. Но я не забываю каждую секунду. Ты для меня как цветок. Ты для меня радость. А он, да, нарцисс такой вот. Сейчас он стал понимать. Почему он стал понимать? А потому что сейчас он находится как марионетка в чьих-то руках. Он как марионетка, и им управляют. И он не может ничего сделать. Почему ты не можешь ничего сделать? Потому что он копье-то взял, хочет бежать, а силенок не хватает. Такое ощущение, что у человека что-то вот из сил не хватает, и энергетики не хватает. Что он хочет вам признаться и сказать: я хочу по головам всем пройтись и до тебя дойти. Я очень многое понял. Что он понял? А он понял, как он вас обманывал, как говорил про любовь, морковь и помидоры, вас окутывал этим синий туман, как вечный обман. А вы верили, и он давал вам испить эту чашу изобильной любви, радости и обмана. Что он хочет сказать? Знаете, он хотел бы начать сначала. Да? Этот человек хотел бы начать сначала. Почему? Не знаю. Потому что сейчас ему так хреновато-мандовато, ему очень плохо. Если даже он внешне всем показывает, что у него все замечательно, это только внешняя сторона медали. А никто на обратную сторону не смотрит. У него все раздирается. Ему кто-то ему мешает. Кто? Да, ему ставят препятствия шлагбаум. Он хочет... Шлагбаум опустили, он хочет проскочить, чтобы не попасть и не лишиться жизни, не попасть в аварию. Кто ему мешает? Если у человека есть семья, дети, да, здесь что-то такое, что это ему мешает, что-то его останавливает. Почему останавливают? Ну, здесь на человеке есть действительно, может быть, какое-то воздействие. Человек может быть сейчас лежать и болеть. Это тоже может быть, потому как тут сложилось. И человек вам хочет крикнуть: помоги мне, пожалуйста, мне без тебя больно. Позови меня, крикни, я услышу. А крикнуть-то надо ему, да, это надо ему крикнуть. Крикнуть надо этому человеку, крикнуть ему надо. Он очень желает вас. Просто карта такая, я ее прикрыла пальцем, чтобы не вытащили, не заблокировали. Он очень вас желает. Почему? Ну, потому что с вами он себя ощущает действительно королем, членом мирового сообщества. С вами он себя ощущает действительно мужчиной. Он это хочет сказать. Ощущал ли, ощущает. Но он очень много осознал. Корона-то на нем есть, но уже не совсем про его честь. Да, потому что на человеке есть какое-то воздействие. Есть какое-то воздействие. И воздействие сделано, да, чтобы были препятствия и в любви. Когда делают препятствия в любви, начинаются препятствия и в материальном плане.
Вот что он хочет признаться. И вы у него все время в голове. И он вас жаждет. Вот что он хочет вам сказать. Принимаю, приобретаю. Любви дорогу открываю. Пока-пока.